Многие мальчики и мужчины сегодня недооценивают влияние порно и похоти на их повседневную жизнь. Каждый из них является альфой, мастером, мессией, соблазнителем, покорителем и доминантом только лишь в своем воображении. Похотливые мысли и порно настолько отвлекают мужчин от реальности, что они полностью утопают в этих сладостных мечтаниях, теряя контроль над собой и своей жизнью. Очнись, брат! Сегодня мы разберем негативные аспекты похотливого мышления и образа жизни. Это касается не только виртуальности, но и огромного количества партнеров в жизни. Это третья часть видео из целого цикла роликов о похоти. Предыдущие две смотри в конце по аннотации. Поддерживай канал, ведь только от твоей активности зависит выход видео. Номер 1. Перверсии и девиации из-за похотливого образа жизни. Девиацией называют любое поведение сексуального характера, которое отличается от принятой нормы. Перверсия же – это сексуальное извращение, либо же стойкое получение сексуального удовольствия, за которое человек чем-либо расплачивается. Обычно это может быть одиночество, либо психологические проблемы. Уточнение. Все мы прекрасно знаем, что воспитание и гены определяют нашу жизнь. Многие из тех наклонностей, которые в нас есть, были даны нам с самого рождения. В этом пункте речь пойдет только о приобретенных отклонениях, которые мужчины получают из-за образа мышления и образа жизни. Бесконечный просмотр порно и отсутствие нормальных половых контактов могут привести к отклонениям. То, что когда-то вызывало у тебя отвращение, сейчас может интересовать и будоражить. Смотря порно, ты будешь хотеть все новые и новые дозы дофамина, а это возможно только через ломание барьеров морали. Такие мужчины открывают для себя новые виды порно, которые раньше бы они никогда не посмотрели. Они начинают бояться себя и своих новых желаний. Так разрушаются жизни не только подростков, но и взрослых мужчин, у которых есть семьи. Такие люди – это чистые наркоманы, которые готовы отдать последние деньги, чтобы отыграться. Но этого никогда не произойдет. Наш мозг довольно гибкий инструмент. Что ты в него вкладываешь, мой дорогой друг, то он и считает правдой. Закладывая в него порнографические образы и хентай девочек, вместо реальных девушек и живого общения, ты сам кастрируешь себя и свое будущее. Каждый случай индивидуален, и ученые до сих пор не дают четких ответов на многие вопросы, связанные с сексуальной природой человека. Огромное количество реальных партнерш способно привести мужчину к девиантному поведению. В любом приятном деле нужен баланс. Но ты, как мужчина, должен понимать, что до такого лучше не доводить. Ты не можешь позволить себе опускаться так низко. Номер 2. Сексуализация женщин. Мы живем в обществе, где из всех щелей льются миллионы фоток сексуальных красавиц. Каждый из них считает себя личностью и достойной самого лучшего, играя по правилам похотливых мужчин. Такова реальность. Воспринимая женщин только как предмет для своего удовлетворения, ты должен навсегда забыть о хороших отношениях и счастливой семейной жизни. Никто не говорит вообще не смотреть на женщин или не хотеть ту, с которой ты сейчас в отношениях. Однако, ты должен понимать, что те сексуальные образы, которые сформировал твой мозг и общество, не позволят тебе выбрать пригодную традиционную девушку для отношений. Ты будешь хотеть грязи, похоти, силиконовых девиц и удовольствия на один раз. С этим еще можно смириться, но это путь слабого мужчины, который впоследствии начнет воспринимать такую девицу серьезно и захочет с ней отношений. Ты же прекрасно понимаешь, что с такими девушками нельзя ничего иметь серьезного. Если нет, тогда напиши, что нужен отдельный ролик на эту тему. Твой блуд и мышление, которое сексуализирует любую девушку, не позволит тебе построить нормальные отношения. Тебя всегда будет тянуть не туда. Общество само говорит тебе, что батрач, зарабатывай, вкладывайся, и может эта инстаграм-красотка выберет тебя. Но это лишь скам, на который не стоит вестись. Номер 3. Снижение самоконтроля. Самоконтроль и дисциплина – это основа, которая должна быть у любого из нас, братья мои. Неужели ты считаешь, что похотливый образ жизни способен притянуть достойную девушку или женщину, которая родит тебе здорового сына? Конечно, если ты думаешь об этом в будущем. Если же ты бегаешь за сиюминутными удовольствиями и выбираешь путь максимального кайфа, тогда ты тратишь здесь свое время впустую. Мужчина без дисциплины и самоконтроля – это лишь игрушка в руках общества. Такие мужчины могут терять способность управлять своими желаниями и действиями, что может привести к неразумным решениям и даже насилию. Это нормальная практика в некоторых восточных странах и странах третьего мира, где уровень жизни намного ниже. Самоконтроль позволит тебе полностью отсеять порнографию и нездоровые сексуальные образы из твоей головы. У тебя появится ощущение, что ты можешь и хочешь действовать в реальном мире. Ты захочешь опыта и близости с реальными людьми, потому что твой мозг перестанет воспринимать девушек как что-то недостижимое или страшное. Повторяя что-то снова и снова, ты создаешь прочную нейронную связь в своей голове. Повторяя полезные действия в реальности, ты закрепишь абсолютно другой опыт, отличный от того похотливого, что был навязан тебе. Номер 4. Социальная изоляция.
Порнографические образы, которые записываются в твоей голове, зачастую не могут быть реализованы в жизни. А раз они не могут, значит ты можешь посчитать, что эта реальность тебе неинтересна и полностью погрузишься в мир аниме 3D девочек. Ты же явно видел эти истории, как люди женятся на аниме-голограммах девочек. Это то, к чему может приводить похоть. Полностью погружаясь в свои фантазии, ты теряешь связь с реальностью. Вся твоя жизнь может быть разрушена. Друзья, отношения и семья не будут понимать тебя, что в итоге приведет к твоей полной изоляции. Изолируя себя от других людей и выбирая потакание своим сексуальным импульсам, ты развяжешь перверсии, и страх социума сам придет в твою жизнь. В современном мире, каким бы ни было общество, социализация играет важную роль. Потеряв эту связь в будущем, могут уйти годы, чтобы вернуть все на свои места. Номер 5. Перестань фантазировать. Зацикленность твоего мозга на представлении обнаженных девиц отвлекает тебя от более важных задач и целей. Если ты ставишь женщины похоть на пьедестал или, не дай бог, смыслом своей жизни, будь готов провести свою жизнь в роли женского угодника и раба. Бесконечное подсматривание и глазение на откровенные наряды на улице показывают женщинам твою слабость. Они одеваются откровенно не просто так. Собирая внимание, женщина самоутверждается за счет мужчин. Она осознает свою ценность и сексуальность. Отдавая ей свое внимание, ты с большей вероятностью никогда не получишь ее расположение. Это то, чего я сам когда-то не понимал, и много молодых парней не хотят принять это. Фантазируя о ней после учебы или на работе, ты должен понимать, что ставишь себя в слабую позицию. Мужчина не может позволить себе фантазировать, когда он сам обладает ценностью, и ему есть чем заниматься по жизни. Осознай, что фантазии они только отдаляют вас друг от друга, а тебя они отдаляют от того образа себя, каким ты хочешь казаться. Чести и удачи.